Так, ну давай здороваться. Дорогие подписчики, это вот наша очаровательная Любочка. Добрый день. Да, которая певица, которая занимается йогой, тренирует людей. Вот, и она, значит, мне позвонила на днях, говорит: Виктория, а что ты вот у всех берешь интервью, давай-ка я у тебя возьму Вот именно. интервью. Почему человек в тени остается, Да. такой яркий? Да, так что что-то мы даже не готовились или готовились? Не готовились, ничего не готовились. Поэтому, если какие-то неудобные вопросы, ты мне сразу, ну-ка, все, эту тему не трогаем. Мы сразу не трогаем. Попью водички холодной. Ты давай. Нервную систему. Давай, это cheers. Нервную систему. Смотри, Швепс. Где Швепс? Вот. Швепс. Кто-то оставил Швепс, но я думаю, мы не будем. Не, почему? Будем, если выпьем водичку. Так, ну давай, готовая. Ну что, все, готово. Рыжая бестия готова. Ой, яркая женщина. Просто энергии. Я не знаю, вам это заметно с экранов? Сколько у человека энергии. Да? Я когда первый раз тебя встретила, меня снесло просто снесло как волной. Когда мы сели в такси, я говорю: Виктория, она меня прямо, я говорю, у меня сердце аж зашкаливает, сердечный ритм. То есть ты энергичная всегда была. То есть это не приобретенное, это врожденное. Врожденное, да. В школе, в детстве. Да. В детстве была ребенком, просто родители... Я посещала все существующие я даже не сомневаюсь. Кружки в городе, потом они закончились, я поехала в другой город. Другие кружки находить, да? А родители, им с тобой было сложно? Ну, вот с таким активным ребенком? Они даже не заметили, как я выросла. Я такая была. Самостоятельно? Уроки сделала, сходила на тренировку, одну, вторую, иногда было 2 в день. Ну, там, допустим, там я ходила и на вязание, на вышивание, на пение, на все, футбол, баскетбол, волейбол. Все. Мужские, женские, все неважно, на карате ходила, и уроки делала. Вечером приходила еще с этих всех кружков, готовила корм для собак. Я собачья мама была в детстве. Сейчас мы все варила, и ходила в подвал их кормить. Они там рожали, я их кормила. Они снова плодились и плодились на твоих харчах. А потом в один прекрасный момент приехали вот эти люди с сеткой. И всех поймали. Их поймали, и, в общем, я огорчена была. Ну, это жесть, конечно. В наше время, в советское. Я не знаю, как сейчас существует этот отлов собак. Но надеемся, что нет. Их только в приюты, может, определяют. Хорошо, откуда ты? Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, то напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, энергию и время. Звоните, и да будет вам счастье. С какого ты города? Город Николаев, Львовская область. Николаев, Украина. Да. И еще причем, ну, это же западная Львов. Западная, да. Ты на Карпатах была? Была. Ой. А ты была? Не была, моя мечта, нет. О. Карпаты вообще, это ж просто... Поедем. Сейчас все закончится, поедем. Иншаллах, Горы. как у нас говорят, да. Вот. Так, ты закончила школу и уехала, куда поступать? Поступила в институт физкультуры, потому что я бы в других просто бы не смогла бы высидеть. Там хотя бы энергию ты свою тратила. Я не ожидала, это настоящий спецназ был. Понимаешь, у нас главный корпус в одном месте. Волейбол ты едешь отрабатывать, надо ехать на трамвае, на троллейбусе. Потом еще на плавание в другое место. На футбол ты едешь в еще одно место, и между этими всякими тренировками и сдачами всего у тебя... Нормативы, там же нормативы. Техника, да. Ну, не техника, а, как это называется, ну, обычные уроки, лекции. Так что я прошла в своей жизни спецназ, поэтому мне ничего не страшно. Все, что страшно, возбуждает. Это заметно. Ну, и ты была, наверное, окружена мальчишками, ты была свой парень. Я даже уводила, знаешь, с уроком всех, девочек и мальчиков. Ты была лидер, в общем. Ну, я потому что могу увлечь. Я ездила на тренировки. Я ездила на соревнования, я привозила медальки. Все говорили: боже, какая у нас интересная леди учится. А все там уже выходили замуж по много раз, там пили, гуляли, курили. А я с рюкзачком ходила после института пар. Я ходила на тренировки еще. Понятно. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. А первая любовь когда случилась? Первая любовь?
первая любовь. И сейчас она скажет, так, эти вопросы не задаем. Не, дело в том, что я даже не помню. Это такого не может быть. Не. Это что за неуважение к чувствам? Это что? Да, к своим и к чужим. Да. Слушай, так дело в том, что я даже, понимаешь, первая любовь. В садике? Вот так. Ага, я не ожидала такого ответа. Окей. Не, ну в садике, Он в был школе. старшая группа, а ты младшая? Да, или как? я не помню. Не, в одной группе одной все. группе. Потом во дворе у меня были там тоже любовь. Мгм. У меня много всё Я время. понятно, да, все, я так и так. Ну, всё. пока вот люблю... О, нет, сейчас я люблю YouTube мой и всех людей хороших. Я влюблена в YouTube, в творчество, обожаю прям. Это прекрасно. Это никогда не предаст. Творчество свое никогда не предаст. Это точно. Ой, не могу, Понятно. в садике. В садике, значит, ага. Садик, школа, двор, институт. Ну да, Все. всё, Ну, а всё. серьезная любовь, когда вы там Серьезная встречались любовь? уже в университете, в школе, когда? Там в тинейджерском возрасте или Боже, уже все время постарше? спорт был. Все время спорт. То есть все гормоны уходили на спорт? Да, у меня же, понимаешь, я же на 4 курсе, когда все выходят замуж, Мгм. я стала там бронзовой призеркой чемпионата Украины. М, Меня уже затаскали в спорт. ага. Но дело в том, что меня вся группа любила, мальчиков. Я их тоже любила, Да, поэтому... нет, я поэтому говорю, ты была пацанам другом, пацаном тоже таким. Но девочки меня тоже любили. Ну, у меня примерно так же было Да? в школе и в Потому что, университете, да. они говорили, Виктория, ты такая сначала странная нам показалась, Мгм. а потом мы поняли, какой ты хороший человек. Мгм. Вот. От тебя не ждешь никакого подвоха, Да-да-да, ничего, не-не-не, дальше никогда, открытый. Пью Мгм. воду, то третий вопрос будет. Третий вопрос будет. Все, уехала, и уже к родителям приезжала там. К родителям приехала просто навестить их. Мгм. Не-не-не, я получила диплом Мгм. с института, через 2 дня уже была в Москве. Вообще. Да. И учителя сказали, Виктория, слава богу, что ты уже институт закончила, отдохнем от тебя. А дело в том, что я уводила с уроков, которые нам были неинтересны. Я всех уводила. Ага. Я могла так организовать, понимаешь? Да, понятно. В общем, ты деструктурировала, как это, да, деструкцию, да, вводила. В некоторые Мгм. моменты. Да. Так что я такой человек, я могу вас увлечь чем-то невероятно интересным. Мгм. Имейте в виду, так Да. поэтому и каналы работают. Да. Что увлекаешь. Hello. Что ты, мистер, ну, шокран Thank гида. you. Шокран гид. Да, надо было сказать, что пусть нам бесплатно придет, а мы ему рекламу сделаем. Кто? Ему? Он даже не поймет, о чем ты говоришь. А, да? Ну, конечно, милая А. моя. Он же просто приносит, да? конечно. Ну да, действительно. Да. Она иногда меня удивляет своей непосредственностью, да. Она даже не задумается. Ты даже ему не объяснишь, что ты хочешь. А он не знает. Ну, конечно, нет. А я ему рекламу. Ему лично сделаю Да, кафешка. кафешку. Он даже не знает начальника, наверное, в лицо. Это точно. ты Конечно, права. ну что ты. Ты права. Вот. Хорошо. Была уже в Москве и... Да, через 2 дня попала в Москву, и там так мне все интересно показалось, очень интересно. И, значит, папа не хотел, чтобы я уезжала назад, но и Мгм. как бы папа говорит, я тебе найду группу. Там через своего знакомого он нашел группу, место, где занимаются по армрестлингу. О. И, значит, я там позанималась с ними, и я стала абсолютной чемпионкой Москвы, Мгм. области. Девочка сломала руку на одних соревнованиях, и 3 или 4 года мне просто давали медали, никто не выходил соревноваться, и мне стало скучно, я закончила это дело. Так что, если я с тобой... Мы сейчас померимся еще. Не-не, Армрестлинг не сейчас так. устроим. Если я с тобой, ты всегда знаешь, что я, как сказать, security bodyguard. Пока какой-то очень идеальный портрет, даже не интересно. Так, Да? дальше будем рыть. Так, все. Идеальный. И ты. Хорошо, папа не хотел. Хотел, чтобы ты вернулась. Но ты обратно в Москву. Так папа был в Москве. А, в Москве был Да, папа. я поехала к папе в гости уже с мамой. Понятно. Папу пригласили на работу, мама уехала, брат уехал, и потом я закончила... Вы все переехали как бы в Москву, Да, но они получается? уехали раньше, потом вот я. Да. Ясно. И ты в этой группе, все. Да, и в общем, и меня там, где я соревновалась, там, и где я тренировалась, там меня все на руках носили, вот так пылинки сдували, а тоже я медальки. Но за это платили? Да нет, А только медали. чем ты зарабатываешь? Только, золотые хотя бы медали. Да, Переплавила уже? Да, золотые, я чего В валяю. старости зубы вставишь Да, из медалей. ты еще тот стендап Да. приобрела. Ну. Так, подожди, сейчас это я нить упущу.
Нить, я про работу спросила, как ты зарабатывала? Ну там папа был бизнес, я ему помогала в его деле. Да, окей. то есть я ходила вечером тренироваться. И потом, значит, я прошла повышение квалификации в университете Москвы со львовским дипломом. Мне поставили автоматом. И причем так интересно, там начали валить всех. Владимирский институт физкультуры, Санкт-Петербургский университет физкультуры. Что, ну, там много всего, там есть еще какой-то Казанский. Ну, а я сижу со своим львовским Думаешь, дипломом. ну сейчас пойду тоже, да? Со своим львовским дипломом, думаю, умирать так с песней. И меня вызывает, говорит, Виктория, вам автоматом. Я говорю, что? А я потом спросила, там Татьяна... Ну, потому что регалии у тебя всякие. Не. Татьяна Соломоновна Лисицкая, там была профессор. Боже, какая женщина, очаровательная евреечка. И она, значит, говорит, Виктория, мы просто знаем, что такое Львовский институт физкультуры. Что там очень жестко, Нас... ну и хорошо тренировали. Я готовый спецназ. Понятно. Понимаешь? То есть все выпускники, да? Я даже с парашютом прыгала. Вау. 1 километр. А ты знаешь, сейчас у нас с парашютом можно прыгать я в Ильгуне? Больше не хочу. Девчонки по 2 раза прыгнули. Нет, это я знаю, как в Ильгуне. В Ильгуне прыгают с тренером. Да, с тренером. Мы сами прыгали. 2 раза я прыгнула, и я поняла, что я хочу жить. Я хочу быть здоровой. Я 2-й раз упала в какой-то такой, меня занесло кювет. Я еле выкарабкалась. Эти стропы запутались в кустах и деревьях. И я так вышла, это далеко нас занесло. До базы, да? Не, я вышла, там собирала автобус. Я пока собрала это все, выхожу, а автобус собрал всех и уехал. И я целый километр... И волокла это. Ты что? Знаешь, как тяжело? Да, ну, я Оно не тяжелое знаю, всё. но я представляю. Еще в каких-то сапогах, каких-то военных. Боже мой, я поняла, что я хочу остаться девочкой невредимой. Ну, и вообще, все. ну ты, конечно, что, солдат Джейн. Это я солдат еще тот. Теперь я вот блогер, и никому не рассказываю. Это наш секрет. Это наш секрет, никому не рассказывайте. Никому не рассказывайте. Никому не рассказывайте, что она не девочка, что она солдат. Да, спецназ. Я спецназ ходячий. Поэтому, если вы приедете в Египет, мои дорогие подписчики, я не только могу дать вам консультацию, как говорится, я могу быть вашим телохранителем. Да. Обращайтесь. Если вы боитесь куда-то ехать одни, берите ее и все. Да, ой, тут такая смешная история была, но это я тебе потом расскажу. Ну нет, вот так нехорошо. Они уже заинтересовались, конечно. Ты сказала понимаешь? А, говори Б. Тут с одним, мне один адвокат не понравился, но я его знаю, но он такой какой-то не внушающий доверие. А тут адвокаты это отдельная каста, они все не внушают доверия. Мне нужно было правда от него. Я такая подошла в романтичном платье, и чтобы получить правду, я его схватила вот сюда. За кадык. Это очень больно, вот так руками. Ты смотри, и прижала к стене, а у меня очень сильные руки же, ну. Понимаешь? Дорогая, так он как это харассмент воспринял. И он сказал правду. Это очень страшно и больно, если так конечно. неожиданно. Конечно, больно. Если нажимать очень сильно. Это ж трахея начинает. Да. И он мне сказал правду. И через 5 секунд я его отпустила и ушла. В романтичном платье. Никто даже не знает, что я такое могу. Я не знаю, у него, наверное, вечером фантазии были. Может быть, конечно. Это прям сексуально выглядит. Напала, да. Тут теперь уже не солдат Джейн, а Лара Крофт. Мы сейчас ей много регалий придумаем. Видите, ты меня так раскрыла. А теперь как я буду свой имидж держать, понимаешь? Вот как? А какой у тебя имидж? Ну какой? Ну деловая женщина. Деловая женщина со вставками стендап. Стендап. Ну, что я сделала? С талантом столько. Вот именно, куда же делать, если столько граней? Ой. Столько граней. Так что у меня такая репутация. Могу схватить за горло, если что-то не то. Так, следующий. Давай. К серьезному вообще, что восхищает, восхищает меня. Меня вообще восхищают, естественно, мамы все, так как я далека вообще от этого детского мира. Ну вот, а мамы, которые воспитывают ребенка одна, тем более в чужой стране, это для меня вообще что-то. Да? Это очень сложно. Но одинокая мама в любой, даже если в Конечно, стране, я понимаю, естественно, это всем тяжело. Но тут как бы, там и стены, можно сказать, помогают, родственники все-таки есть, родители, бабушки, дедушки. Знаешь, Любочка, что я думаю на самом деле? Самый главный момент вот себя воспитывать. То есть если ты видишь какие-то такие моменты в ребенке, снова надо возвращаться и к себе вопросы. Понимаешь? Это вот, в любом моменте.
Ну да, с ребенком ты воспитываешь сам себя, и он тебя Да, вместе. потому что он же Вы видит. растете вместе. Да, он же видит, то есть он же, как же я могу требовать от него, Если сама не соответствуешь. если я сама не могу, Ну да, то есть, правильно. понимаешь? Ну да, конечно. Я порой приду, допустим, и не снимаю верхнюю одежду. Но я это в нем замечаю. Говорю, Маркус, сними, одень домашнюю. А ты? Ну я же это не делаю, Ну да. понимаешь? Да, не разрешать лежать, в чем ходил по улице, Да, на да. кровать не ложиться, да. Но это вообще в мужчинах, мне кажется, они не обращают на это внимания. Ну Я говорю, да, как да. же мы здесь в трусиках лежим, извините, Да, как да, можно да, лечь да. Ну так вот они хотят расслабиться, знаешь, да, сразу. Поэтому, да, если воспитывать себя, это так интересно, что ты уже особо не будешь докапываться до других. Да. Ну, в моем понимании, ты перестаешь быть ребенком, когда ты сам рожаешь ребенка. То есть женщины, которые не родили, они все равно немножко инфантилизма несут в себе чуть-чуть. А тут, когда ты полностью... Мы все преобладает в нас эгоизм. Но когда ты рожаешь ребенка, ты не эгоист уже. Вот в этом, хотя бы к этому человеку, ты полностью себя отдаешь от и до. Никому ты другому так себя не отдашь. Ни мужу, ни маме с папой, Ну, это никому. да. Только это. То есть, родители, только они, только мамы. Мужчина не так. Мужчина говорит, что он не чувствует ребенка. Если он с ним не растет, как говорят, как же он не чувствует? Он же его папа, он там за 100 километров. Да, У них нету. да. Только можно его привить ему вот эти чувства отцовские, когда он с ним рядом воспитывается и растет. По-другому да. никак. У них нету этой связи, естественно. Ну да, он такой мой друг, знаешь, такой друг, он очень, с ним можно посоветоваться. Такой вот он какой-то взрослый, он такой маленький был. Он чувствует, что тебе нужна его поддержка. Да, чувствую. Он еще такой глубокий скорпион. У меня тоже подруга есть, она мама-одиночка, но сын вырос очень быстро. Он ей прям помогал уже с самого начала. У него такая ответственность. И даже когда они летали в аэропорту, он вообще так быстро ориентировался. Мама, сиди, я сейчас все принесу. Откуда-то, говорит, только скажу, узнай. Я сейчас все узнаю. Сам побежит к стойке, что-нибудь спросит. Все были, конечно, в восторге. То есть он вырос, он именно не вырос, он чувствовался маленьким с ней, но он вот как мужчина так подрос. Да, это, наверное, так автоматом. Ты знаешь, я тебя могу познакомить с одной девушкой, у нее 2 детей, она инфантил полный. Но она это признает. Ага. Но она сама не выросла, просто так получилось. Но она хорошая мама в этом же смысле. Видишь, не всем надо рожать. Да, я считаю. сын в одной стране, дочка в другой стране. Тогда, тогда нет. И я считаю, что не всем нужно рожать, это 100%. Когда мужчины кричат, что женщина рождена для того, чтобы рожать, конечно, нет. Это и иллюзия. некоторым запрещено вообще иметь детей, я считаю. Да даже, знаешь, если взять в общем, так вот доказано, что по статистике, что люди, у которых нету детей, они как бы процентность более счастливых именно в этом отсеке. Много идет ресурса очень психического. Ну да. А если еще как бы нет особой помощи, то там, да. Конечно. Так, ну вот и с серьезной стороны. Да, серьезная сторона, да. Серьезная сторона. Вот. А в материальном плане здесь дорого воспитывать детей? Нет. Нет, тут легче, чем у нас, да. если бы. Плавание, вот сейчас я плачу $10 в месяц. Кикбоксинг. Да, у нас таких цен нету. За кружки всякие. Нету. 3 раза в неделю вот в месяц там их учат. Потом футбол там вообще еще дешевле стоил. Но мы сейчас на футбол не ходим. Потом кикбоксинг чуть дороже, где-то $15. Да, где-то $15. Ну, там, в твой клуб самый дорогой ходим. Вот. Ну, вот так вот. Но тут много для детей кружков. Много. Но это благодаря тому, что наши женщины любят развивать детей. Да. Раньше было намного меньше, я в этом уверена. Да. И много приехало наших, и что-то еще Уроков начали очень вести. много, да. И мужчины приехали. Сейчас и шахматы, и то, и другое. То есть есть куда пойти. Ну и, допустим, Хургада после Москвы же, в ней легче жить. Конечно. Понимаешь, конечно. вот смотри, я к тебе, 5 минут, и я у тебя. Передвижение. А там можно 1,5 часа ехать. Люди тратят полжизни, проводят в транспорте. Вот, да. А тут можно просто, тут же я вот это ощущение жизни тут чувствую. Такое более медленное, вот меньше стресса. Конечно. Понимаешь? Ну, вообще, в южных странах люди вообще живут даже в больших городах более расслабленно. Да? Да. Я помню, я когда училась в университете, у нас был
как это сказать, не знаю, музыкальный театр, так скажем. И там работал мужчина, певец и музыкант, он из Азербайджана. И вот он нам рассказывал, как они в школу ходили, там из одного аула в другой, идти там 1,5 часа до школы по какой-то там проселочной дороге. Утро начиналось так: завтрак мама, а папа наливал стакан холодного из бочки вина красного, и дети шли в школу. То есть мы говорим, а почему? Он говорит, вот это вот жару эту помогало пройти вот этот путь, вот это вино, оно выветривалось по дороге, но ты шел как-то, я говорю, как так? Он говорит, у нас вообще, говорит, да, а в Молдавии там просто, все же свое делают вино, и как-то вот эта культура, я не знаю, питья, она совершенно другая. То есть, это так было удивительно. Удивительно. Да. Ну и вообще, да, в южных странах, мне кажется, очень люди живут более расслабленно и на таком, а в туристических тем более, когда ты видишь, что люди приехали отдыхать, тут другая энергетика совсем. Другая энергетика, и вот сюда люди приезжают, но женщины, мне больше женщины звонят, конечно. Если мужчина, только по делам каким-то, а женщины тоже по делам, но вот... И поговорить. И поговорить, там, восхищаются, пишут, вот 2 месяца побыла, совсем себя по-другому чувствую, Виктория. Или там, знаешь, месячные пошли после там 2-летней задержки. А, да, восстанавливается цикл, кстати, это правда. Тут, да. Некоторые люди тут беременеют, то есть у них там, допустим, диагноз бесплодия, вот тебе конечно, человек подарок, расслабился, да. Подарок из Египта. Это что? Тут таких подарков-то клепают очень много. Не, ты сам факт. Да, Ты понимаешь, случилось. Конечно. И уже с подарком уже можно возвращаться в свою страну, но подарок-то есть красивый. Подарочек есть, да. Ты понимаешь? Тут мужчина очень щедрый на подарки. Так что, да, вы имеете в виду. Если кому-то надо, нужен, если ребенок, вы себе запишите, что вот, пожалуйста, пишите Виктории, тут Виктория вам организует картотеку. Пойдем выбирать. Ой, не да. могу. Ну вот. В этом египтяне не номер один, правда? Да, наверное, да. Я не могу. Активные, да, люди. Видишь, снова перешли на шутки. Про замужество. Была ли ты замужем? Нет. Почему? Нет, дело в том, что вот у меня такие чувства были к человеку только один раз. Я не помню, сколько это мне было, 22 или 23, где-то так, да. И, в общем, это был доктор, реаниматолог, ведущий Московской области, он был намного старше меня. И такой вот возраст у меня романтичный был, да. И мне так все было интересно, когда я приходила в больницу смотреть, он как бог, он лечил людей. Конечно, нет, врачи так вообще и вызывают такие эмоции. Да, и я когда сидела возле него, мне было тепло, тепло и надежно. И он меня, вот, знаешь, это такая была искренняя любовь. Он всегда говорил, твоего детского непосредственного смеха, вот, говорит, протяни вот это состояние души как можно дольше. Вот как можно дольше. Прям. И вот почему-то он так часто об этом говорил. Так вот, и ты, я смотрю, тянешь до сих пор. Да. Молодец, его напутствие. Да. И когда я приходила к ним, туда в больницу, там даже меня провели один раз, пока он после смены спал, его вот как бы коллега провела меня на операцию. Я там получила стресс. Операцию делали кишечника. Ой, вот это, как это называется? Так, который убирают? Убирать, да. Слепая, кишка, слепая кишка, все правильно. Аппендицит, да. И, в общем, вот это вырезали. Мне пришлось сказать, чтобы меня там пустили, что я как бы учусь в университете медицинском на 5 курсе. И я, чтобы не упасть в обморок, я себя там гипнотизировала сама себя, потому что... Ты хотела обойтись без анестезии? Не, дело в том, что... я была зритель. Ты была зритель. Я была зритель. И вот это, оказывается, эти все кишки вынимают, чтобы очистить там все от всего. И ты могла это смотреть? Да, я чуть не упала в обморок. И когда они вынули, я подумала, боже, надо так жить, чтобы быть здоровым. Да. Я же не думала, что весь кишечник через дырку вытянули. И потом почистили, там посмотрели и назад засунули. Как помнишь это? Он берет это все и в таз, как это? Да это вообще... Фильм-то «Любовь и голуби». И в таз помыл, и обратно. И ты знаешь, Любочка, и я так подумала, надо жить, вести здоровый образ жизни, а то же если кишки там неправильно закладут, они там запутаются. И потом как? Это их там так много было. Но это еще не все. Ты понимаешь, я еще была где людей потрошат? В морге. В морге. Это я училась...
это было, ну вот, повышение квалификации. Не, я еще закончила институт мануологии. Но чтобы быть таким специалистом, я еще... Институт мануологии, это вот мануальная терапия, все так изучить глубоко о позвоночнике. И, в общем, там, значит, директор университета, института этого сказал, кто хочет идти в морг. Ну, я же подняла руку первая. Кто это? Кто туда? Я. Это я. Первая. Я говорю, идемте, давайте организуем, идем. И, в общем, и, конечно, я же в морг тоже стояла первая. И когда открыли морг, а я только его видела в американских фильмах. Да. Когда открыли морг, я же не была готова к такой картине. Вот, они лежат под белыми этими. И даже не под белыми. Просто лежат голые. И в разных позах, которых скрюченных. Ой. И так мы зашли, а я же думала, картина как будет, как в американской, чисто и один только. И один только, да. Ты понимаешь, а их там много. Ой. Сине-белого цвета. И я понимаю, что я сейчас падаю в обморок и так сама с собой разговариваю. Виктория, неприлично упасть в обморок. Ты активистка, комсомолка, да, просто спортсменка. Да. И вот ты больше всего хотела, если ты сейчас упадешь в обморок, тебя не поймут. А там сзади... Не поймут твои сподвижники. Да, как так? Упасть в обморок? Такая ведущая, интересная дама, и взяла, упала в обморок. Я не упала в обморок, я там что-то себе говорила. Не, Виктория, то есть ты себя все время контролируешь? Ну, контролирую, потому что я везде лезу. Ага. Понимаешь, я уже могу... стыдно заднюю давать. Да, я могу собой управлять, кстати. Угу. Ой, и там самое интересное, знаете что? Что там женщину такую толстую резали, толстая, прям большая. И я говорю, доктор, от чего она умерла? Но я так еще нельзя говорить бодипозитив женщина. Бодипозитив, да? Ёптель-моптель. А ты знаешь, какой жир некрасивый в разрезе? А он белый или желтый? Он желтый, да? И такой мерзкий. Там вот эти куски такие неэротичные. Так что этого не надо много, серьезно. Норма должна быть. И он пока, знаешь, резал этот жир, пока добрался до этого. И это вообще... Слушай, так. Может, не надо об этом? Да, давай сворачиваем эту тему. Сворачиваем, да. Нет, так я еще не сказала главного. Мы же говорили о любви. А как так получилось, что я о морге? Мы же говорили о любви. Это я знаешь, почему захотела сказать? Потому что ты тренер, но и я бывший тренер. Но в душе все равно остаток остался. Ты профессионал с большой буквы. Да, я профессионал, страшное дело была. Это самое... Ты сейчас до сих пор просто не практикуешь? Не практикую, да. Плаваю по утрам уже 5-й день сама, представляешь? Я спросила, говорю, вот доктор, я тоже у него интервью брала, пока он резал. И говорю, доктор, почему она умерла? Он говорит, Виктория, а как ты думаешь, как долго сердце может перекачивать вот этот жир? И говорит, оно просто устало. И я говорю, ой, а покажите инфаркт сердца. И он мне вырезал там такой комочек. В сердце? В сердце. Сгусток крови. Вот такой сгусток. Поэтому, дорогие друзья, если есть возможность... Не так. Поэтому, дорогие друзья, обязательно нужно как-то избавляться от жирного... от лишнего веса и грамотно, красиво, вкусно и прикольно, правильно? Мы в тот раз с тобой говорили про то, что надо, здоровьем заниматься. Да, потому что никогда не поздно. Не, надо в морге тоже лежать, если красивым, знаешь. Но это... никуда не годится. Так, о любви. Так, вернемся к любви. К любви. На чем я закончила любви? Так, он тебе сказал, что продлевай вот это вот состояние. Чтобы твоего состояния хватило вот как можно дольше. Вот этой веселости, непосредственности, вот этого всего такого. Ну, уже я так немножечко растерялась, но ничего. И, значит, он меня так любил сильно. И вот ему все время казалось, что я, значит, увлечена его такой вот должностью, что вот он такой вот весь... А на самом деле мне просто он нравился. Как человек. Да, как человек. Ну и ты, главное, сказала, тебе с ним было тепло и мне уютно. Было с ним тепло. Это вот единственный раз, когда я хотела, именно чувствовала, что я вот хочу быть с этим человеком. Но поскольку в такой деятельности очень много стресса, там дети умирают, понятно. Он это очень тяжело переживал, они там выпивают систематически. Естественно. Там же вот это все. Да. И вот у него тоже там сердце было больное. Вот. И вот один прекрасный момент одна женщина позвонила, говорит,
Вита, доктор умер, и он тебя очень сильно любил. Ой. Вот. Они меня, как бы я пришла на похорон, там в больнице организовали. Ну, мы уже в этот момент уже так общались не так много. Я там погрузила свою деятельность. Он все боялся, что я старше, что я младше, что я... Она намного была? 19 лет. Вот. И вот. Но мне было с ним очень интересно, потому что у меня родители интересные. У меня очень интересный папа, с ним можно общаться на любые темы бесконечно долго. Вообще. Родители, слава богу, живы? Да, живы. Ой, и хочу их навестить. Долгих лет жизни и здоровья. Да. Потом, потом мама очень интересная. И вот, конечно, да, для меня важны интересные люди. Да. Такие наполненные, ну... Так, к тому тогда, когда ты последний раз была дома? Ты говоришь, навестить их. 6 лет назад. Тут же можно сойти с ума, если не выезжать. Да. Это, кстати, себе тоже запишите. Тут, если очень долго обязательно надо. Слушай, а с чем это связано? Ну, менталитет. Мы же, когда живем в своих странах, мы этого не замечаем, мы живем и живем. Мы живем в своем менталитете. Да. А здесь все-таки он, напрягает, он как-то накапливается. Слушай, я думала, что только у меня такое ощущение. Это у всех. Кто здесь живет, выезжает обязательно. Что? У кого есть возможность по 2 раза в год. Слушай, я думала, это только мои ощущения. Нет, абсолютно не твои. А ну всех. Расскажи. Так все, нечего рассказывать, я уже все сказала. Это вот из-за того, что давит этот менталитет, конечно, их тяжелый, да? Ну и все-таки это не наш климат тоже. Уважать себя и иметь корону на голове – это разные вещи. Я же тебя уважаю, ты это чувствуешь? Да, конечно. Но у меня нет с тобой такого, да, нет, вот этого, знаешь. Ну все я любя. Все правильно. И все, что я бы не делала по отношению к человеку, который мне нравится, это ты будешь чувствовать настолько вот эту, ну, уважение, теплоту, заботу, внимание. Там, может, я постоянно Любе говорю, давай, Люба, давай встретимся, идем круассанчик съем, сидим туда-сюда, что-то еще расскажем, давай. Вот, я говорю, рассказывать-то нечего. Мы найдем. Видишь, тут он от любви до морга один шаг. Один шаг. И получается, я ей пишу, и у меня нет такого, что это я так ей много пишу. Я пишу, потому что я хочу ее увидеть. И я пишу. Я понимаю, что я, может, где-то надоедаю, но в то же время я проявляю свое внимание. Интерес, и свой интерес. Конечно. Ничего, если я где-то тебе там надоем. Нет, интерес, но от другого человека, как бы кто ни лукавил, всем приятен интерес все равно. То есть это же вот очень искренне, потому что я же даже далеко не со всеми пойду кофе пить. И если, представляешь, была бы у меня корона, и там... Я бы вот так сидела, вот так вот. Вот так, как они. А так я дела делаю, понимаешь? Ну, да, конечно, все правильно. Да? Ну вот. К простоте люди больше тянут. Запишите себе, что да, все простым человеком, уважающим себя, мне кажется, очень выгодно быть. Да. Как и добрым. Легче быть, чем злым. Да, вчера, кстати, знаешь, иду и встретила вот такой кусок алоэ. Ты опять? Ты же уже мне встречалась с алоэ. Ты все куски алоэ собираешь. Не, дело в том, что, понимаешь, у меня есть такое хобби. Любочка один раз увидела меня, как я спасаю. Она идет с цветами, с 2 алоэ какие-то уже почти умирающие. Куда-то их несет. Вот. А я возле магазина вижу, уже с корнями высох уже. Я говорю, либо я его заберу, либо засуньте его в землю и полейте. Его месяца, наверное, 3 не поливали. Он уже все высох. И корни сверху, ну, вообще. Смотрите, дорогие друзья, иду, а тут кактус. Уже высох вообще. Смотрите. И лежит, даже уже вырван. Надо его спасти. Как вы думаете? Тот его помощник спросил. Он говорит, нет. Нельзя, Типа нет. Главное, ни себе, ни людям, собака на сене. Я себе представляю, как он будет смотреть на этот умирающий алоэ и будет наслаждаться тем, но все равно власть. Это я. Да, власть очень любит. Сейчас погибнет цветочек, но вот все равно я крутой. Понимаешь? Да. Ну, они любят, власть. Так чем меньше должность, тем больше у тебя желание быть властвовать. Это ужас. Ну да, есть такое. Это правда. Но. Напрягает это, да? Ну, как-то, знаешь, как будто бы вот люди не поняли жизнь. Как будто бы не осознали ценности жизни, понимаешь? Вот это свое показывать. Так, следующий, значит, мы скоро уже завершаем вроде как, да.
Да? Любочка, мне Очень, кажется... девчонки, очень мальчишки, очень жарко, правда. Не, мне кажется, Любочка, что ты уже пожалела, что начала интервью делать. Нет? Почему это? Не? А с чего это? Интересно, да? Конечно. Ну давай. Не, Я уже всю воду выпила. всю воду пей из моей. А, ну этой. давай. Давай. Ой, какая волшебная банга. А Банка чё? волшебная, да. Это из Индии. Они пьют все и структурированную воду из... Помните, как у нас раньше? Можно положить серебряную ложечку или медную ложечку. Они сразу делают медные Боже, какая бутылки. интересная. И очень полезно. Даже для маленьких детей Супер. есть маленькие, с такой надрезкой можешь даже сосочку натянуть. На спорт берешь его, да? Ой, нет, на спорт не таскаю, тяжеловато. А, Дома пью только из Это нее. что, класс. Мгм. Оп, Так, ты, значит, давай. твои рабочие моменты какие были? Ты помогала папе в бизнесе, Да. и потом... как ты- не-не-не-не, ну так это что, это в начале только? Да, ну, Это только в начале. твоя карьера-то. Потом, значит, Как ты докатилась до блогера? Вот что. так долго, там нужно 15 серий, чтобы А да рассказать. ты что? Да ты что? окей. Давай на этом закончим. Ты меня закончим на этом, а в следующий А раз, на когда круассане, да, на рассказывай. круассане расскажу, как... Да, и я как ты переехала сюда, и Вот, вообще, вот, да. вот, тренером еще сколько Всё, лет сколько работала. работала. Ой, так, у Как нас еще дойти до вторая этого? серия, да. Когда дойти до... Это даже не 2 серии, это еще много серий, так что не ну переживай. всё, хорошо, у нас Любочка есть эта волнуется, пища. что будет не о чем говорить. Я говорю, со мной такого не бывает. Это точно, потому что, да, мы не знаем, от одного слова до другого проносится, ну вот как от любви до морга дошли, кто ж знает, да, вообще. Ну что, дорогие друзья, мы с вами будем прощаться тогда, потому что действительно жарко, и сейчас солнце в зените. Это моя вина, что мы не встретились с утра. В следующий раз мы постараемся пораньше, чтобы посидеть, и свет был бы лучше. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, то напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, энергию и время. Звоните, и да будет вам счастье.